Всем здорово, народ. Сегодня посмотрим каточку, как я отыгрывал за ОД. В нашей новой рубрике играем на титянах. Стеймит против ПАшечки довольно неприятно. На самом деле за ОД опыта у меня не очень много, поэтому будем посмотреть, как это получится. По сути, все довольно просто. Накидываем астрал на противника, когда можем добить либо одного, а лучше двух крипов вражеских. Тем самым их дынаем. И так повторяем из раза в раз. Раскачка 2-1-3. Берем астрал, чтобы сначала прямо на первой пачке уже спрятать противника и задынать ему одного-двух крипов. Дальше качаем первый, чтобы опять же эффективнее креситься. И третий мы докачиваем, чтобы всегда была мана на способности. После чего можно замаксить второй спелл. Опять же будет больше кража маны, будет быстрее кулдаун, будет больше урона. Замакшенный второй спелл позволяет нам ваншотать вражеского рейнджа при необходимости. Может быть, просто накидывать астрал вражеского крипасика в рейнджа, спокойно добивать милишников и идти дальше качаться, например. После чего, конечно, мы хотим замаксить первый спелл, чтобы он был без кулдауна. На 4-м левеле прокачки КД просто уходит. И мы можем бесперебойно, как из пулемета, хреначить нашим первым спеллом, просто поставив его, например, на автокаст. Здесь я играю с аспектом на нашу третью способность, на нашу пассивную. Соответственно, когда мы получаем прок пассивки, когда пассивка прокает, также у нас еще и увеличивается максимальный запас маны. Больнее дамажить первым, больнее дамажить ультой. В общем, приятно, очень работает. И пассивка также прокает и на крипов, когда мы их бьем, например, под первым спеллом. Соответственно, если условно вы до файта где-то качаете лесной кэмп, у вас настакало 2-3 пассивки, и вы заходите в файт уже с настаканной пассивкой, с уже дополнительной маной, и вам гораздо проще больше выносить дэмэджа. В этом плане очень приятно работает. Значит, все довольно неплохо. Опять же, у нас на миде. Вот такой мидер, который не особо любит гангать, по крайней мере, первое время. Просто мониторите карту, когда у вас появляется 6-й левел. Если ваших тиммейтов давят прям под тавер, тогда можете нажать тэпку, конечно же, убить вражеских героев, потому что от ульты рассыпаются практически все герои. И очень больно вам очень больно противникам от вашего ультимейта. Ну а если какие-то активные действия не происходят, то сами вы особо не гангаете, потому что УД довольно медленный. Да, вы, конечно, можете подцепить кого-то через астрал, но вам гораздо выгоднее просто стоять на миде и добивать крипчиков, пока у вас не появятся ваши ключевые артефакты. Собираем ПТшечку, стики апаем, потом покупаем Witchblade. И дальше уже по ситуации. Можно либо купить себе пику, можно купить себе блинк, можно купить агони, можно купить хекс, можно купить БКБ. Опять же, просто смотрим на пик противника и от этого уже решаем, какой артефакт нам приобрести. Ну, например, сейчас можем видеть, что и Леон, и Сент Кинг, и Лина имеется у вражин. Соответственно, очень много контроля, очень много станов. И как будто бы без БКБ будет реально тяжело здесь вообще как-то находиться в файте. Нужно будет быть либо очень аккуратным, либо, соответственно, купить себе БКБ, чтобы просто была возможность бить хотя бы. Очень неприятно может быть при данном пике. Соответственно, БКБ здесь очень даже неплохой вариант. По нетворсу у нас примерно равный с ПАшкой. Сейчас я добью эту пачку. И будет даже чуть больше, наверное, если я крипов не буду просто пропускать. Если что, не боимся астралом фармить крипов, которых мы не можем убить тычкой. Ну и вот у меня прокачивается ульта, 6-й левел имеется. Можем спокойненько сейчас кого-нибудь даже прибить, если будет такая возможность. Опять же, не забываем смотреть на карту. Но я вижу, что у меня достаточно далеко находится шейкер на боте. Сверху тоже особо никто никого не давит, поэтому просто, да, стоим, чилим на миде, качаем, фармим и так далее. Нетворсик у нас в данный момент топ-1. Все приятно, пашка нам особо не мешает. Крипов, поэтому мы спокойненько вражеских качаем. Проблем никаких нету. Периодически мешаем также и пашки фармить, крипчиков. В общем, выживаем максимум ситуации. По КД ультимейта, конечно, хотелось бы убивать противника, потому что с ним это делать очень просто. Здесь мне не хватало дэмэджа стычки, арба была на КД, поэтому, соответственно, вот я нажал астрал в крипа. И немного не повезло с вышкой, она как-то много дэмэджа нанесла по катапе. Не смог ее добыть первым. Довольно неприятный момент. Снизу завязывается файт. Ну, туда я уже как будто бы не успеваю, слишком поздно промониторил. Сейчас слежу за ситуацией, если Сларк будет давить, нажму телепорт. Сларк давит, не хочет отходить, хочет убить также еще и Оракла. Поэтому я просто нажимаю ТП. В идеале кинуть астрал.
чтобы понизить ману у противника, увеличить себе ману и добиваем Сларка через ультимейт. Опять же, вот две кнопки, Сларк умирает, все довольно просто. ВД в этом плане нереально кайфовый, что можешь нажать телепорт, две кнопки выдать, и практически любой, опять же говорю, будет умирать, если у него нет резиста. Также здесь еще отступляю Леона, который ошибся, решил остаться. Стан от Лины. Идем до конца, Лич подцепляет Леонича, убиваем. Найс. Даблкил практически. Немного времени не хватило. Ну, просто вот так вот нажали телепорт, убили двух чаров, вражеского керри, вражеского саппорта, лишним не будет. Сейчас можно остаться здесь, опять же, под шейкера, спушить тавер. Возможно, убить Лину, если она ошибется. Лина ошибается, Лич цепляется от шейкера, подходим дальше, арба. Не задоджил стан. Хотел побыстрее выйти из подвышки, чтобы лишние орехи не получать. Из-за этого словил стан. Надо было просто стрейфануться опять же в сторону вышки и спокойно дальше уже отыгрывать. Прыгает Сларк, тратит на самом-то деле свой дарпакт и нажимает ультимейт. Из-за этого тут нас вообще никто убить не может. Мы спокойно стоим под Ораклом. Даже не думаем отсюда уходить. Мы ничего не боимся. Даже темпларки. На самом-то деле стоит бояться здесь только Сандкинга, который довольно солидный нетворс имеет. Практически вражеского мидера. Вот они, два топ-нетворса вражеской тимы, Сандкинг и Темпларка. Нажимается телепорт. Сларк, кстати, своим дарфактом не доджит наш второй спелл, наш астрал. Здесь мне должны помочь. Скорее всего, я войс говорю, помогите мне. Прекрасная фиссура шейкер меня закрывает. Нормально, выживаем здесь 100%. Есть смысл был бы подсейвить здесь шейкера, но опять же, если бы я нажал на него астрал, он бы просто сдох на пару секунд позже. Моя тима отправляется в таверну. Оракл выживает за счет стиков, и мне уже летит Вичблейд. Вот с Вичблейдом можно как будто бы развернуться обратно под файт, учитывая, что Оракл сейчас подхилит меня, подхилит себя и резнутся мои тиммейты, потому что сейчас довольно ранний этап игры. Через 5 секунд буквально уже будут наши тиммейтики, мне прилетает нейтралка, и мне прилетает Вичблейд, что очень даже неплохо. И кого-то здесь нужно цеплять. Почему-то остается Темпларка, она уже выходила, но решила остаться, и это ошибка, конечно, которую я сейчас должна хоронить. Не помогают ни саппорты контролем. Я не мог упарываться дальше в Темпларку, потому что просто меня бы нажали пару станов, и я бы откис. Поэтому как-то я решил здесь просто остаться сзади, не дайвить один. В этом и заключается, по сути, основа геймплея ЗОД. Ты не можешь слишком сильно дайвить. И даже если, казалось бы, выигрышная ситуация, все равно нужно играть и отыгрывать аккуратненько. По итогу мы все равно цепанули двух вражеских саппортов, убили, и у нас никто не сдох, поэтому максимально все у нас хорошо, грамотно сыграно, нормальненько. Я побоялся, опять же, идти за Темпларкой, потому что у нее был рефракшн скоро, он бы у нее откатился. Станут Леона раз, потом Хекс, и под Сларком они бы меня просто могли заберсить, я бы там никак не выживал. Поэтому в такие моменты, да, просто не дайвим. Нам нужен фронт-лейн из тима, чтобы хотя бы парочка ваших героев была перед вами. А ведь убить Сандкинга очень хочется, потому что реально у него денег до хрена, и в этом плане пацанчика лучше убить. Нажимается стан астрал, выходит Оракл на ноги, и у нас очень плохая позиция на самом-то деле. Я просто выдаю ультимейт Сандкинга и в Сларка. Не добивает Гуля Сандкинга, потому что упал Вижен, буквально чуть-чуть не хватило, и здесь, да, вот как раз-таки я и говорю, позиционка была отвратительная, из-за этого просто нажали телепорты все вражеские игроки, и мы потерпели фиаско. Умираю я, Гуля выходит на лоу хп, ну и по сути, если шейкер не умрет, не получилось добить Сларка, то все было бы более-менее неплохо. В общем, потеряли меня из-за того, что я ошибся. Нормально. Шейкер убивает Леона, тоже отправляется сейчас в таверну. В общем, потеряли позиционку, и все, сразу ты отправляешься в таверне на ЛД. Казалось бы, просто зашел чуть дальше. Не хватило буквально одной тычки по Сандкингу. Чуть-чуть не хватило, чтобы добить Сларка, и все. Все. Вы просто умираете. Оракл очень вовремя нажимает на себя ультимейт, ему лучше сейчас выбежать из песка, ниже подойти к Сандкингу и дать в него арбу, пока стоит центрик, нормально выживаем. Оракл не захилил себя, не спас, не знаю, каким образом он здесь умер. Но очень интересная, конечно, ситуация. Не хватило ему захила, чтобы выжить. Значит, что мы имеем? 16-я минута, даже после смерти у меня сохраняется топ-1 нетворс карты. Сандкинга убили, потому что он решил слишком сильно задержаться, попытался убить Оракла. По итогу он его убил, но за этот счет он, да, откис сам. Но при этом у меня 3 героя в моей тройке. Вот, все, смог ревилиться, мы это замечаем. Довольно неприятный для врагов исход. Никого не убили. И теперь же мы, наоборот, на нашем южине начинаем этот файт. Он для нас будет максимально выигрышным и приятным. Под астралом гниет Леон от Вичблейда. Ждем спрос, пока он из него выйдет. Вижу, что раскручивает Сандкинг свой ультимейт. Пытался немножечко отойти, но все равно хватило рейнджа, чтобы он у меня попал. Ультимейт от Шейкера, ультимейт от меня, и Сларк просто рассыпается. Ничто его не спасает. И здесь я не успел, кстати, замониторить в моменте тэп-аут Лины.
Если бы я чуть раньше заметил, она просто была в правом нижнем углу довольно далеко, и вот не хватило мне внимания, чтобы услышать этот телепорт. Если бы я обратил внимание, то, скорее всего, нажал бы просто астралу в Лину, там было много для этого времени, мы бы еще ее и там оставили. А так мы убили вражеского керри, вражеского Сенкинга, который был просто огромный по нетворксу, и еще и Леона похоронили. Да, можно было убить 4, но и 3 тоже очень даже неплохо. Ошиблись, в общем, вражины. Мне прилетает блинк. Сейчас будет гораздо проще держать позицию, можно будет очень быстро передвигаться по мапе, потому что у нас есть и блинк, и форстап, и вот сразу же идет реализация. Цепляется Леон, пытался поставить вижен, через блинк наебало ему, прилетаем и просто буквально за 2 тычки стираем. После убийства Леона как будто бы можно было продолжить файт, говорю об этом в своей команде, но здесь ошибаюсь, не ждал вообще, что у меня в кустах будет и Лина, и Сенкинг. Поэтому да, пошел на КГ, очевидно, мне было видно, и вот про то, что я ему говорил. Пошел вперед, все, тебе сломали лицо максимально быстро, буквально за 1 стан. Не было ульты у моего Оракла. Блинкаут, кстати, тоже не получилось сделать после Астрала, поскольку инста меня задамажил песок. И поэтому такая вот ошибка стоила нам смерти 2 коров. Соответственно, Гули и меня. Немного не повезло. Ну, вот говорю, да, максимально не ожидал, что там прямо сразу на ХГ в кустах будет стоять Лина и Сенкинг. 2 стана, у меня улетает все лицо, дальше файтиться было особо бесполезно. Также решил нафидить еще Оракл, также решил нафидить Личинус, хотя они видели под виженом вражеского Сенкинга, видели, что они раскручивают ультимейт, но почему-то решили остаться. И наша игра уже не кажется такой вот легкой и безоблачной, как это было несколько минут назад. Теряем Т2 в миде, соответственно, довольно неприятно. Плюс нам уже сейчас девардят вижен в нашей тройке. И все, зажимаются тиски потихоньку. Играть сейчас будет не так приятно. Не так вальяжно мы сейчас будем себя чувствовать. Поскольку видел Леона в нашей тройке, я просто нажимаю форстав блинк. Пытаюсь зафорсить файт, нажимаю также еще и досты, чтобы убить Сенкинга в любом случае. Ультимейт по темпларке по Сенкингу. Сенкинг отправляется в таверну. Ну вот, из-за того, что не было Леона, из-за того, что не было Лины, довольно бесплатно мы убили Сенкинга, просто я потерял немножечко ХП, но это было очень даже полезно. Опять же, поскольку нет вражеской тройки, можно спокойно принимать файт, даю вот буквально 1 тычку в темпларку без рефракшена, и она начинает очень сильно гнить, умирает, но опять же, 2 тычки хватило, чтобы ее безвозвратно похоронить. Понимаю, что со Сларком моя команда справится сама, пытаюсь здесь найти Леона. Леон убежал в кустики, я его не нашел. Все-таки, может быть, получится где-то его найти. Вижу, попал, даю тычку с эффектом РБ и с эффектом Вичблейда. Но Леон здесь замансил, просто убежал налево через кустики. Здесь нам сломали наш вижен. И как будто бы хочется пофайтиться, но лучше все-таки 18 секунд подождать Оракла и просто 5 на 5 уже принять файт. Хотя враги, конечно, стояли под нашим виженом, и если бы они ошиблись, я очень сильно хотел зафорсить какую-то вот здесь суету. Опять же, выхожу спокойно на мид, понимаю, что под моим аганимом меня убивать не должны, и если они в меня попытаются упороться, мы этот файт, скорее всего, выиграем. Следующим слотом все-таки хочу купить себе БКБ, очевидно. Здесь очень вкусно, очень полезное. Здесь мы, получается, попали на вижен. Враги видели наш смоук. И они готовы к тому, что мы сейчас будем на них нападать. Но Сларк, я не знаю, делает какую-то грубейшую ошибку. Он, во-первых, нажимает Дарпакт, я спокойно на него нажимаю арбу. Просто колю всем войс, чтобы они меня поддержали с убийством Сларка, но почему-то никто не нажимал на него кнопки, абсолютно. И вот какая вкусная ульта залетает по всем врагам. Ну посмотрите на эту красоту просто. На самом деле все должно было быть гораздо проще. Гораздо проще. Если бы Шейкер нажал фиссуру в Сларка после того, как он вышел из арбы, если бы в него Оракл просто своим рутом закинул, он бы сдох инста, но мне пришлось почему-то в соло блинковаться туда в кусты, и я не успел его добить из-за хикса Леона. Не знаю, почему мои тиммейты ничего в него абсолютно не нажали, но по итогу все получилось даже более чем приятно. Просто мы убили всю вражескую тиму, и даже Эгис, как я и говорил, врагам не помог. Очень сладко все враги встали, во-первых, под ульт Шейкера, туда же залетел еще и мой ультимейт, и они просто растворились. Это было очень вкусно, очень приятно. И, конечно, вот такие моменты за ОД, когда ты играешь, это услада для глаз. Дэмэджа у героя очень много. Неимоверно. И магический, и чистый, ты с руки очень больно тыкаешь. И, соответственно, твоя кнопка ультимативная также не оставляет шанса вообще на противников, если они ошиблись, если встали рядом и так далее. Дэмэджа, конечно, колоссальное количество вылетает. Здесь как будто бы снова ошибается Сларк, я просто колю нашу тиму, чтобы мы в него вышли. Закидываю также арбу во вражеского Леона, чтобы он
не выдавал контроль, и под прыжок шейкера мы спокойно его забираем. Также здесь сын Кинга растворяем, потому что был вижен. И вот та самая тычка Сквира. Посмотри, сколько хп просто улетело у вражеской Алины. Я про это и говорил. Из-за того, что дальность огромная, мы имеем 250 доп дэмэджа, True Strike, мы можем реально, получается, 70-80% хп сносить вражескому саппорту за одну тычку. Очень мощно. Неимоверно мощно и очень вкусно, когда ты играешь за УД. И очень невкусно, когда ты играешь против. Соответственно, такой вот герой, конечно, интересный. 22 тысячи нетворс имеем на 32-й минуте. Приятно. Топ-2 нетворс после нас это Темпларка, у него 17 тысяч. И опять же, враги уже начинают довольно серьезно фидить, ошибаться, не понимают, как играть против такого. Очень вкусная пачка снизу, такое пропускать очевидно нельзя, поэтому просто лечу туда и пофармить. Все вот это вот такое вот вкусненькое, вот просто дайте папе поесть, называется. Неимоверно мощно. Здесь поднимаем деньги. Деньги, money, cash. Снова смакуются вражины. Хотят что-то сделать, кого-то пикофнуть. И, кстати, выходят на меня. Но я понимаю, сейчас мы увидим всю силу как раз-таки Аганима. Во-первых, я был под щитом. И я колю своим тиммейтам, что меня быстро не убьют. Буквально за 3 тычки мы сносим лицо вражеской линии. Нажал я БКБ, опять же, чтобы просто у меня была возможность дамажить, чтобы меня не законтролили. И сейчас под ультимейтик, скорее всего, да, отправляется Сларк в таверну. И мы, опять же, убиваем снова всю вражескую тиму, только Леону смог спастись. Довольно неудачный таргет для врагов. ОД. То есть у меня был щит. Это первый момент. Во-вторых, у меня было БКБ фуловое. И в-третьих, опять же, мой Аганим, который просто не позволил вражинам меня убить. Когда Аганим активируется, на вас накладывается щит. И в моменте у вас может не хватить маны ни на что. Но опять же, вы просто даете 2-3 тычки, у вас прокает пассивка, ваша третья способность, и мана восстанавливается. После чего вы можете спокойно дальше нажимать ультимейт, дамажить арбой и так далее. Поэтому да, в моменте, когда прокает Аганим, не паникуйте, просто продолжайте автоатачить, у вас будет прокать пассивка, мана восстановится очень быстро, дэмэдж к вам вернется. Как будто бы данный файт был последней каплей в этом море поражения, в этом море слез. Слишком сильно мы уже отрываемся от противника. 17к преимущество по нетворсу. Мы уже заходим на вражеское ХГ. Рошан нам не интересен, Рошан нам не нужен. Да его и нет. Здесь стою, просто жду момента, чтобы ворваться туда подальше. Понимаю, что мне скоро откадешится БКБ. У меня откадешился Аганим, и меня вообще уже никак не будут убивать. Ну, понятное дело, что без шейкера как будто бы не хочется завязывать какой-то файт и прыгать прямо под вражеское ХГ в соло, еще тем более, потому что я понимаю, что ни Лич, ни Оракл так далеко не полезут. Поэтому все-таки решил воздержаться от прыва прямо сейчас, немножко подождать более подходящего момента. Плюс враги поражали глиф. И сейчас нужно мониторить очень грамотный моментик, чтобы врыв совершить. Нажимаются кнопки в моего гулю, я просто инста нажимаю в него астрал и спокойненько убиваем Сэн Кинга. Первый килл пошел, даем тычку опять же по вражескому Сларку, блинк был и подальше. Чуть-чуть не хватило мне ультимейта отката, чтобы убить Сларка инста, но посмотри, насколько же много дэмэджа, все враги просто умирают. Как раз таки после ультимейта Сларка я нажал в него свой ультимейт и спокойно здесь его добил. Шарда Сларка, он идет под фонтан, и вот сейчас мы посмотрим, как работает пика. Я просто подхожу к Сларку, нажимаю в него пику, вот такие вот ускоренные тычки летят. Рэмпейдж на ОДшнике, максимально приятный. И такой, знаете, человый рэмпейдж какой-то. Просто прыгнул во врагов, нажал ультимейт, убил всех остальных врагов за 2 автоатаки и просто сносишь врагам трон. В общем, интересный, конечно, персонаж, но такие игры далеко не всегда происходят. Если у вас большой нетворс, да, вам будет очень приятно играть. Если у вас нетворс поменьше, то не всегда получается прям очень комфортно себя чувствовать. Но опять же, когда у вас появляется Аганим, вы можете позволить себе более активные, агрессивные действия. Вы можете поддавить лишний раз и не бояться, что вас убьют. Но это при отсутствии диспела у вражеской команды. Опять же, торнадо инвокера, всякие нулифайеры и так далее, это вам мешает, и ваш щит диспелится. В общем, имейте это в виду, не ошибайтесь. Не думайте, что под Аганимом вы бессмертны. Здесь опять же пытается Лина кого-то убить, как-то последние попытки просто у врагов засейвить себе трон, но очевидно они никак уже не смогут это себе сделать. Здесь мы добиваем вражеский Фонтаныч. Вопросик в чат, но осуждаю такое. Это же просто слишком хорошее настроение. Было 23-2 на 10, получается, итоговый счет. Катка довольно неплохая. В моменте было
неприятненько. Могли бы даже закинуть котеечку, но получилось довольно неплохо.